Всем салют! Сегодня мы поговорим с вами о двух самых сложных боссах в компании, а именно об уровнях 7.15 и 8.14. В первую очередь это видео для новичков банально для понимания стратегии действий, потому что на этих уровнях в тупую выставить героев и пройти уже не получится. Здесь есть определенный порядок определенных действий, которые нужно соблюдать. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Ну и, конечно, стратегии прохождения разных уровней кампании, карточки героев, все актуальные новости есть в нашей группе в Телеграме «База знаний Watcher of Realms». Ссылка на группу, как обычно, в описании, в закрепленном комментарии. Подписывайтесь и получайте гораздо больше информации по игре. Ну что, погнали теперь к самой кампании и начнем мы с уровня 7.15. Сложность я поставил среднюю, потому что на легкой там слишком уж легко и неинтересно мне будет. Также прошу вас не смотреть на пол героев, понятное дело, что у меня есть герои гораздо лучше, чем выбранные. Я буду показывать прохождение именно той пачкой, которой я проходил в рамках Волка Челленджа. Как я уже сказал, здесь нам нужно соблюдать определенный порядок действий. Мы ждем, пока мобы подойдут, и выставляем двух героев. Первых мы ставим хила на глазик, и вторым сразу же под него танка. Здесь уже можно поставить скорость x2. И ждем, пока накопятся монеты, в моем случае это 17 монет, чтобы выставить Волтуса. Ставлю я его под хила. Давайте объясню почему. Смотрите, сейчас босс будет кастовать Тентаклю, которая связывает героя. И именно поэтому я в верхний слот ставлю хила, а в нижний Волтуса, потому что если Тентакля свяжет хила, то Волтус ее разобьет. Если она свяжет Волтуса, то хил выхилит. Если бы у меня хил стоял снизу, а Волтус сверху, и Тентакля вдруг попала бы на хила, то никто не смог бы ее разбить. Так что это просто уменьшение рисков. Вот, кстати, Тентакля у нас как раз выпала на нижний слот, и если бы герои стояли по-другому, то вот этот персонаж у нас умер бы, и это был бы рестарт. Сейчас начинают идти мобы по правой стороне, и я выставляю дамагера. Не танка, потому что особо нет смысла, здесь они идут парочками, их нужно быстро убивать, поэтому достаточно сюда поставить ДД. Теперь, по-хорошему, нам нужно дождаться момента, когда босс вызовет Тентаклю. Для чего это делается? Смотрите, наше следующее выставление, это будет второй хил, мы поставим на глазик. И если вдруг рандомно Тентакля залетит именно в этого хила, то никто не сможет сбить эту Тентаклю, хил у нас просто умрет. Поэтому в идеале нужно выдержать паузу и желательно, чтобы никто из наших героев не умер. Давайте, возобновляю бой, жду анимация, все, анимация пошла. И теперь мы выставляем хила, запускаю дальше скорость x2. Вот у нас опять, кстати, Тентакль легла на Волтуса, и сейчас начинают идти мобы. Смотрите, главное правило у нас здесь какое? Нужно последним персонажем всегда выставлять того, кто потолще, просто для того, чтобы он впитывал урон, и для того, чтобы мы не ловили ваншоты на наших хилов. Последним у нас стоит хил, причем стартовый, редкий герой, довольно тонкий, еще и не в топовом шмоте. Нам сейчас желательно все это дело нужно закрыть. Теперь, сейчас у нас подойдет босс, кстати, по урону не так уж много прилетело, босс подходит. Что мы теперь делаем? После того, как подошел босс, мы начинаем наносить по нему урон. Ставим Кьюка, он у меня 40 уровня, он сразу же умрет, если в него пойдет фокус. Я ставлю Кьюка и сразу же закрываю его массовым дамагером, который у нас стоит так же, как стоит Волтус, только по правой стороне. Все, Кьюка у нас никто трогать не будет. Ну и, собственно, мы все перекрыли. И также очень важный момент, то что Кьюк у нас находится под перекрестным хилом. Его понемногу босс будет просаживать по хп, но ничего страшного, мы справимся. Так, вот сейчас по хп просили, 2 хила пошли. И, к сожалению, сейчас складывается ситуация, что у нас Тентакли пошли в него, я просто выставляю еще одного персонажа и сразу убираю, не хочу, чтобы он умирал. Глядишь, сейчас, кстати, на средней сложности еще и на 3 звезды пройду, это, конечно, будет просто обалденно. Акула я ультую по КД, Тентакли пошли в лайтлока, Волтус их довольно быстро разбивает. Так, ну давайте здесь я тоже ультану, поставлю еще одного ДД, чтобы накидывал побольше урона, главное, чтобы никто не умер. И по ощущениям никто не умирает,
Все, самое главное здесь это быстро завалить босса, пока он не начал призывать тентакли, и это внезапное даже прохождение на 3 звезды, хотя до этого у меня уровень был пройден только на 2. Регулусом я даже не ультовал, но если сильно подзаморочиться, то под каждую массуху босса, когда он поднимает руку вверх, можно ультовать Регулусом, если у вас он вдруг, конечно, есть. У меня-то он есть, может, вам повезло поменьше. По сути, сюда просто подойдет абсолютно любой танк, который способен сдерживать волну. А мобы здесь не то чтобы очень сильные. Ну и погнали на 8.14. Здесь сложность уже будет легкая, просто потому что на средний я не дошел, мне это не надо было в рамках челленджа. Когда-нибудь обязательно подкачаю героев чуть посильнее, подзаморочусь и пройду. Что нам нужно здесь? Обязательно нам нужно 2 хила, очень толстый танк, танк потоньше, подпорка, воин может опять же быть танк, и 2 хороших массовых дамагера. Кьюк, кстати, ну давайте я его даже оставлю, по сути он никакой роли здесь не играет. С самого начала уровня нам нужно просто ждать, пока моб слева дойдет до центральных плиточек. Как только он начинает подходить, я сюда ставлю Волтуса и сразу под него ставлю хила. Обратите внимание, что у ДД, стоящего по центру, должно хватать урона для того, чтобы убить этих первых 2 мобов. Сейчас на нас начнут идти озерники, и нам нужно выставить 2 подпорки. Я ставлю Ливиан, и вторым ставлю поджигателя, просто потому что он 60 уровень, и по статам у него повыше. Теперь нам нужно накопить как можно больше монеток, чтобы выставить 2, а желательно даже 3 героев подряд. Тут уже как повезет, тут зависит от стоимости ваших персонажей. У меня Маул очень дорогой, стоит 22 монеты, поэтому я выставлю 2 героев, но оттягиваем этот момент как можно дольше. Сейчас у нас выйдет босс, и вот с этого момента уже можно будет выставлять. Нет, вернее даже не босс, а выходят вот эти чили-пупсины с молниями. Я не знаю даже, как их правильно обозвать. Что мы теперь делаем? Сейчас мы выставляем лучника, дамагера, в моем случае Маула, на вот эту правую верхнюю клетку и под него ставим хила сразу же. Вы можете выставлять в другом порядке, главное придерживайтесь правила, что последним персонажем должен быть выставлен самый толстый герой, для того, чтобы он мог танчить урон. Основная наша расстановка готова, и осталось дождаться, пока нам накапают монетки, для того, чтобы выставить самого толстого персонажа в нашей команде. В моем случае, опять же, это Регулус, 19 монет накапали, и все, ставим его под хила, для того, чтобы он впитывал урон, чтобы все летело в него, и лайтлок, в моем случае, у вас может быть другой хил, просто будет выхиливать весь этот урон. Справедливости ради, в не самое удачное место я поставил, мобы банально не доходят до моих ДД, и плюс лайтлок немного страдает по урону, но терпит, хилится и живет. Ну и все, теперь спокойно. Потихонечку, планомерно убиваем подходящих мобов, убиваем босса. Опять же, если у вас не хватает урона, возможно, вам просто немного рановато сюда. Все-таки 8-я кампания, она прям сильно сложнее, чем 7-я. Ну и теперь я, пожалуй, уберу танка просто для того, чтобы подпустить босса, чтобы не сидеть здесь полчаса на прохождении. И все, давайте я еще уберу ее, чтобы красиво было, чтобы она не померла. И уровень пройден. Но данная стратегия не сказать, что является супер надежной и скорее всего сработает только на легком уровне кампании. Если же у вас есть хил с повышенным радиусом лечения, например Vortex, то расстановка будет другой и стратегия будет гораздо надежнее. Основная проблема заключается в том, что змеи с молниями, которые выходят и стреляют по нам, имеют просто огромный урон и довольно большую область атаки. И если у вас есть хил с повышенным радиусом лечения, опять же тот же самый Vortex, то это позволяет нам расставиться в шахматном порядке и избежать урона по площади. Смотрите, как это делается. В начале боя мы также подпускаем к себе противника, выставляем урон и выставляем хила вот так по центру, чтобы он перекрывал все 4 клетки и довольно большую наземную площадь. Сразу можно выставить дамагера, можно выставить дамагера-дальника на эту клетку. Выходит дамочка с кислотой, здесь мы просто выжидаем, все делаем так же, копим монетки, чтобы выставить хила и лучника. В моем случае, опять же, это Маул, в идеале это должен быть лучник подешевле, просто для того, чтобы не получать лишний урон. Ну и опять же, обратите внимание, что наш вот этот дамагер должен успевать убивать мобов, которые идут слева. Если он не успевает этого делать, то ставим сюда тогда еще одну подпорку.
Давайте для наглядности я это сделаю и продолжу копить монеты. Мне опять же нужно 22 монеты на Маула и 17 на Лайтлока. В идеале, опять же, затягиваем как можно дольше, впитываем как можно дольше. И как вы видите, в какую бы точку мы не получали урон, Vortex все это дело выхиливает. Все, давайте я уже выставлю Маула, выставлю Лайтлока, и следом за ними я ставлю самого толстого танка, самого толстого героя, ставлю сюда по центру. Ну и, собственно, все, на этом прохождение заканчивается. Танк стоит, впитывает урон, Vortex его подхиливает, Маул наносит урон, опять же, у вас может быть абсолютно любой другой лучник, и урон по площади мы не получаем, потому что все персонажи расставлены в шахматном порядке. Если у вас на правом фланге не такой сильный дамагер или же вовсе стоит танк, то можно сзади подставить лучника или же мага, но, конечно, очень важный момент, что он должен быть поставлен перед последним танком, чтобы не впитывать урон. Последним мы всегда ставим самого толстого героя. Это основные именно стратегические моменты прохождения данных уровней. Если вдруг видео оказалось полезным, ну или хотя бы интересным, то не забывайте тыкнуть лайк, написать в комментарии спасибо, возможно подписаться на канал и уж точно нужно подписаться на группу в Телеграме. Всем спасибо за просмотр, хорошего вам дня, всем пока.